Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы поговорим о знаках, которые посылает нам Вселенная для того, чтобы сказать каждому из нас о том, что мы с вами стоим на месте и упускаем удачу из виду. Это очень важная информация, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Обязательно старайтесь распознавать счастливые знаки судьбы, которые должны вас пробудить ото сна и раскрыть нам на что-то наши глазки. И эти знаки всегда появляются в те моменты, когда мы действительно этого не ожидаем. Что же это за такие знаки судьбы? Ну, во-первых, это конец каких-то важных отношений. Например, конец любви, которая длилась у вас очень долго. Знаете, это всегда предвестник грядущих изменений. Это знак Вселенной о том, что вам пора двигаться дальше. В основном такие судьбоносные изменения указывают на то, что вы застряли на одном месте, стоите, и это происходит для вас очень болезненно. Крайне тяжелое расставание – это действие Вселенной, благодаря которым в вашей жизни освобождается пространство для новых людей, которые будут подходить вам именно энергетически. Поэтому, когда уходят какие-то люди от вас или вам приходится с ними расставаться, знаете, это не просто так. Не расстраивайтесь, не переживайте, поднимайте голову повыше, улыбайтесь миру, попробуйте вдохнуть новый воздух, глоток вот этого важного воздуха и двигаться дальше. И вы увидите, что те изменения, которые происходят в вашей жизни, они не такие уж и болючие, как кажется на первый взгляд. Далее, следующий знак – это сила внутреннего голоса. Очень часто попытки мироздания достучаться до нас выглядят как внутренние какие-то душевные терзания, какие-то наши постоянные мысли. И нам кажется, что жизнь, к сожалению, проходит мимо нас, а удача утекает сквозь пальцы. Но, как показывает практика, если вам кажется, что вы стоите на месте и не развиваетесь, знаете, так это и есть. Потому что высшие силы, ангелы, наши хранители, помощники, они пытаются изо всех сил показать нам с всевозможными знаками, событиями, люди, которые приходят и уходят из нашей жизни, что вам нужно меняться, что вам нужно что-то изменить в своей жизни. Следующий знак, такое вот ощущение бывает, что вы не на своем месте. Или такое ощущение, что словно вы не в своей тарелке. Или вы ощущаете, что живете не так, как бы вам хотелось или как вам предначертано. И это не ваши фантазии, и потому что такое именно ощущение появляется не случайно. Оно напрямую нам говорит о том, что нужно что-то менять. И если вот именно это ощущение негативно влияет на ваше настроение и снижает продуктивность вашу, то знайте, что действительно вы не на своем месте. И вам нужно потихонечку что-то менять. Если вас раздражает ваша работа, вас раздражает то, чем вы занимаетесь, потому что вы приходите иногда к такому моменту, и вы понимаете, что все, что вы могли, вы уже получили, например, в этой должности, да, вы хотели бы дальше развиваться, но по некоторым причинам вам эта должность не дается, да, свыше. И, соответственно, происходят определенные ситуации. И тогда вы должны понимать, что вам нужно искать новую работу для того, чтобы в новом коллективе вы могли, знаете, получить новые крылья и двигаться дальше. Далее часто у людей возникают проблемы со сном. Вам снятся странные сны, либо вы не можете, наоборот, подолгу уснуть. И если вы потеряли свой истинный путь, то у вас может даже появиться бессонница. Поэтому, как только вы найдете новый фарватер, сон ваш восстановится, и все вернется на круги своя. Далее у вас ваши старые стратегии, методы больше не работают.
Например, вы пытались познакомиться с людьми в социальных сетях, но постоянно почему-то натыкаетесь на каких-то токсичных людей, и при этом вы продолжаете это делать. Вы пытаетесь искать работу на дому, на удаленке, но она почему-то, вот вроде бы вы находите, проработали недельку, месяц, но она перестает вас вдохновлять. Прежние источники того вдохновения, которые у вас были, они уже просто не работают. И вы знаете, это все указывает на то, что вы топчетесь на одном месте. А Вселенная ждет чего-то нового от вас. Вселенная это знает, что она от вас ждет, а вы-то не знаете. И вот это такой происходит дисбаланс. Вам нужно постоянно искать. Потому что, знаете, постепенно, потихонечку, по ступеньке вы должны потихоньку начинать развиваться, искать то, что действительно ваше или в новом для вас времени. Далее у вас появляются очень сильные эмоции. В периоды, когда вы стоите на месте и вы упускаете удачи, у вас начинают появляться какие-то нервные срывы от каких-то странных вещей, которые, возможно, вы раньше вообще не замечали. Вас легко можно вывести из себя, вы можете расстроиться из-за какой-то просто мелочи. Вы часто можете погружаться в какие-то воспоминания, копаться в своих мыслях. Возможно, даже что вы стали больше плакать и грустить. И все явно указывает только на то, что пришло время пересмотреть свою жизнь и отношение к привычным вещам. Поэтому, если вы видите, что вы уравновешенный вообще по жизни человек, вы всегда улыбаетесь, вы себя прекрасно чувствуете, вы всегда всем помогаете, но наступает момент, когда вас это все просто раздражает. К вам подошли, может, что-то спросили, сказали доброе слово, а вы же уже на эмоциях. Вы уже, знаете, вот как-то злой тут лев, которому не нравится это все, что вот его дергают постоянно, что ему что-то говорят, даже если это будет и хорошее. И последний знак, друзья, что вы стоите на месте, что вы не тем занимаетесь, вы никому не доверяете. Потому что в нормальном состоянии у человека должен быть хотя бы один друг, которому он может рассказать все, о чем он думает, возможно, о чем он мечтает, к чему он стремится. Если у человека нет такого человека, то это значит, что вы опять же застряли между ступенек, между строк, и ваша жизнь на данном моменте жизни просто поставлена на паузу. Поэтому обязательно постарайтесь пересмотреть то, что для вас является важным. Постарайтесь искать, находить именно то, что вам Вселенная начинает посылать. Потому что именно эти знаки не просто так говорят о том, что вы стоите на месте, что вы застряли в какой-то трясине, и что вам пора поднимать голову, брать себя за шкирку, помните Мюнхгаузена, да, и идти двигаться дальше.